5 на 5. 5 на 5. Пшенич на пшенич. Ваша кандидатура на сборную по массовой... На сборную? На сборную. Это молодежная сборная России по ЕСБ. Никто не молодеет. Никто не молодеет. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ЕСБ. Сегодня давайте попробуем разобраться в вопросе, который волнует многих бойцов, особенно начинающих. В одном из прошлых роликов я рассказал про систему школ ЕСБ. Это был как бы ответ на популярный вопрос, как мне попасть в Бугурт. Кстати, открылась новая школа ЕСБ в Рязани. Че, опять как реклама звучит, да? В сегодняшнем ролике мы вместе попробуем разобраться в частном случае этого вопроса. Как мне попасть на битву наций? Помня о том, что битва наций — это своего рода олимпиада в мире ЕСБ, где сражаются не команды, а страны, вопрос стоит сформулировать чуть иначе. Как мне попасть в сборную? В различных странах принцип отбора в сборную могут быть разными. Как мне кажется, чем более развито движение в конкретной стране, тем более прозрачным и понятным должен быть принцип отбора. В России за 10 лет система претерпела некоторые косметические изменения, глобально при этом не меняясь, имея в своей основе комбинацию спортивного принципа и принципа вызова в сборную. Для начала весь процесс стоит разделить на три составляющие. Первый – отбор в дуэльной номинации 1 на 1. Второй – отбор в бугуртной номинации 5 на 5. Третий – отбор в массовой бугуртной номинации 12 на 12, 30 на 30 и более. Разберем каждый из них. Тут все наиболее просто. Победитель и призеры отборочного турнира 1 на 1 в формате триатлон — это щит-меч, меч-баклер и длинный меч — будут представлять Россию в дуэльных номинациях на битве наций. Однако распределение, кто в какой стартовой номинации будет выступать, остается на усмотрение руководителей сборной и тренерского штаба. Напомню, что на битве наций дуэльные бои проходят сначала в 3 параллельных турнира: турнир щит-меч, турнир меч-баклер и турнир длинный меч. После победители каждого турнира сражаются уже друг с другом в формате триатлона и выясняют, кто лучше в комплексной дисциплине. Также по результатам турнира определяется один человек резерва, который в случае форс-мажорной ситуации может занять место одного из основных бойцов. Раньше отбор в сборную России проходил следующим образом. В начале отборочного цикла в каждом регионе проходили отборочные турниры местного масштаба. Страна была разделена на следующие регионы: Северо-Запад, Москва и Московская область, Поволжье, Юг, Урал и Сибирь и Дальний Восток. Победители региональных турниров получали приглашение на финальный турнир, который назывался «Продар». Название турнир получил от московского конно-спортивного комплекса «Продар», где первые несколько лет проходил турнир. Позже локацию сменили, однако само название прижилось. При этом любая команда могла заявиться на любой турнир. Однако выступление на турнире вне своего региона на рейтинг не влияло. Команды ездили за турнирной практикой без угрозы местным командам. То есть приезжие сражались на опыт, а местные выясняли, кто круче в регионе. По результатам Продара формировалась сборная России для выступления в боях 5 на 5. Так было раньше. Однако со временем разрыв между топовыми российскими командами и остальными российскими командами сильно увеличился. Все меньше заявок подавалось на региональные отборочные, и количество команд, по-настоящему претендующих на места в сборной, уменьшилось до 5. В таких условиях цикл отборочных был трансформирован в самостоятельный чемпионат России по ЕСБ с региональными этапами и финальным. Сейчас главным и единственным турниром, с которого можно отобраться в сборную России по боям 5 на 5, является турнир на фестивале Рекон, который обычно проходит в начале года в Санкт-Петербурге. Турнир открытый, заявки может подать кто угодно. Но обычно находится не так много желающих ставить компанию командам из топ-5. 3 команды, представляющие Россию на битве наций, Россия-1, Россия-2 и Россия-3, формируются из команд, занявших пьедестал на Реконе. Однако, если тренерский штаб сборной не уверен в стабильности команды, он оставляет за собой право вносить коррективы, меняя бойцов в составе с целью усиления команды. (12 на 12 и более). Долгое время сборная для более массовых номинаций формировалась на основе команд, представляющих Россию в 5 на 5, которых дополняли опытные бойцы, получавшие индивидуальный вызов в сборную. Отдельных отборочных для массовых номинаций не проводилось. Сейчас ситуация меняется. Тут стоит сказать, что при подготовке этого ролика я консультировался с Дмитрием Тростиным, капитаном сборной России, и Дмитрием Кунченко, боевым капитаном сборной России. С 2019 года на битве наций номинация 21-21 упразднена. Вместо нее появилось две новые: 12 на 12 и 30 на 30. Кроме того, появились бои 150 на 150, которые хоть и не являются соревновательной номинацией, но они являются обязательной частью программы, к участию в которой российские бойцы относятся очень серьезно. Боев становится больше, сами бои становятся масштабнее, соперники становятся сильнее. Не говоря уже о том, что от первого к последнему дню риск получения травмы или невыхода на ресталище по другой причине растет.
Все это побуждает к увеличению размера сборной. И теперь костяка из бойцов пятерок больше недостаточно. Для увеличения или хотя бы удержания среднего уровня приходится делать большую отборочную работу. Как мне сказал Дмитрий Кунченко, теперь обязательным условием для рассмотрения вашей кандидатуры на место в сборной по массовым боям будет участие в турнирах 12 на 12 и 30 на 30. В течение года будет несколько таких турниров в рамках знаковых мероприятий. Скажем, Кубок Динамо, Рекон, Битва на Неве. Дальше будет важно. Очевидно, собрать команду 12 на 12, не говоря уже о 30 на 30, задача непростая. Крупные клубы могут выставить команду для боев 30 на 30, а на турнир 12 на 12 даже, наверное, несколько. Но что делать, если у вас клуб маленький, вы команду для пятерок собираете с трудом? Или ты вообще один, но у тебя глаза горят и руки чешутся? Тушить глаза, чесать руки. Хорошая новость. Если по какой-то причине у вас нет возможности выставить свою команду, то организаторами турниров в содействии с Федерацией СБ России будет представлена следующая возможность. Любой боец может подать заявку на участие в массовой номинации в качестве легионера. В дальнейшем организаторами из таких легионеров будет собрана команда, скажем, по региональному признаку. Команда какого-нибудь федерального округа. Или по какому-нибудь другому признаку, это в принципе не важно. Но тут может возникнуть вопрос. Зачем мне выходить в составе не пойми какой команды на ресталище, учитывая, что с той стороны нас, скорее всего, будут ждать бойцы Берна, Боярда или Западной башни? Какие у нашей чудо-команды вообще есть шансы? Честно, шансы не очень. Но суть в другом. Важно понимать, что сборная для массовых боев будет формироваться не из команды, победившей на турнире 12 на 12 или 30 на 30, а из наиболее эффективных и отличившихся бойцов. Даже если твоя команда не выиграла ни в одном бою, но лично ты в каждом раунде делал по 3-4 фрага, тренерский штаб при осмотре видео это заметит, и твои шансы попасть в сборную сильно увеличатся. Точнее, в расширенный состав сборной. Финальный состав сборной определяется ближе к битве наций. В сборную будут брать тех, кому больше всех надо. Тех, кто не поленился подать заявку легионера, тех, кто посетил большое количество турниров, тех, кто рвется в каждый бой, несмотря на то, в какие коты одеты противники на той стороне ресталища. Да, парням из больших клубов проще. Они части большой системы, за них заявку подают капитаны, и они зачастую даже не до конца представляют, как работают эти механизмы. Но у тебя, у суперкрутого, молодого, талантливого бойца из провинции, шансов не меньше. Я бы даже сказал, что у тебя больше возможностей проявить себя. Не только крутыми фрагами на ресталище, но демонстрацией своего жгучего желания еще до турнира. Страна у нас большая, и всех из Москвы не видно. Помоги себя увидеть. Стоит еще сказать, что даже если ты не попал в финальный список сборной, возможность поехать на битву наций сражаться там у тебя все еще есть. Скажем, в 2019 году в боях 150 на 150 у нас было 2 хоругви. Хоругвь – это объединение из 30 человек. 5 хоругвий сражается с каждой стороны. Так вот, во вторую хоругвь входили бойцы, не вошедшие в финальный список сборной, но хорошо себя зарекомендовавшие. Так что шанс всегда есть. Резюмирую. Чтобы попасть в национальную команду России по боям 12 на 12, 30 на 30, нужно сражаться в боях 12 на 12, 30 на 30. Но не обязательно даже быть в составе победителей. Важно отдавать себя всего на ресталище, рвать жилы до последнего, пытаясь принести пользу команде, чтобы при анализе видео твою работу нельзя было не заметить. В трансляцию может не все попасть, поэтому если ты боишься, что твоих подвигов могут не заметить, попроси друга снимать тебя на протяжении всего боя. В любом случае будет полезно, потом рассмотришь, как ты круто кого-то снес или упал как лох. Есть еще одна очень важная сборная, о которой нельзя не сказать. Это молодежная сборная России по ЕСБ. Никто не молодеет, и вопрос преемственности и передачи опыта считается одним из наиболее важных в штабе сборной. Хочется, чтобы Россия доминировала на бугуртных полях и через 5, и через 10 лет, когда нынешние герои арены повесят шлема или барды на гвоздь. Хотя есть пример Алексея Найдерова, которому 1 000 000 лет. Говорят, он добивал последних динозавров. Не удивлюсь, если через 10 лет он все еще будет в строю. Молодежная сборная набирается из бойцов до 25 лет, проявивших себя на турнирах. Им оказывается поддержка с тренировками и с выездами. Скажем, в том году молодежка принимала участие на турнирах в Польше и в Чехии. Надеюсь, вам механизм попадания в сборную стал понятен. В общем-то он прост. Хочешь сражаться – сражайся. Попадешь ты в сборную или нет, зависит в основном от тебя. В описании я оставлю ссылку на Федерацию ЕСБ России. На нее стоит подписаться, чтобы держать руку на пульсе. А еще стоит подписаться на мой канал. Если вам понравился видос, ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч, друзья. Счастливо. Пока. Хочется, чтобы через 10, через 5, через год. Когда ветераны повесят шлемы и алебарды на гвоздь, да. Мы уже все договорились, через год все. Так что, пацаны, давай.
Пацаны, у вас есть время. Год на тренировки. Поехали. Это молодежная сборная России по ЕСБ. Тяжело это сказать, но никто не молодеет. Есть еще одна очень важная сборная, которую нельзя не сказать. И тут девчонки такие, это про нас? Нет, это про молодежку. Ты сам себя закапываешь, Максим. Вообще. Для блуперсов таких материалов сейчас даешь. Хорошо.